Случилось так, что пока я играл, мне снова и снова приходилось слышать про этот Версус. Иногда над сервером проносились просто ураганные бои. И звучали они печально, словно туманный горн. И в один прекрасный день я сказал: ладно, все понятно. Я больше не позволю этому Версусу меня донимать. И запишу о нем ролик. Каждый раз, когда я видел очередной анонс турнира PSG, мне всегда было интересно, почему турниры проводятся только по Second Encore, а по мобилке ничего. Поэтому мне очень давно хотелось попробовать организовать турнир по SGM самому. И наконец, мне представилась такая возможность. Мы провели небольшой рофлатурик с работягами на серваке. Такой, без особого киберспорта, чисто для своих попробовать. А вдруг выйдет что-то годное? Ну, как сказать? Сначала я хотел бы поблагодарить всех участников турнира. Независимо от результатов, вы все большие молодцы. И я надеюсь, что рано или поздно вы снова примете участие в подобном движе. Я буду очень рад, если весь этот ивент понравился вам так же, как и мне. А что же до самого ивента? Результат вышел довольно-таки неоднозначным, назовем это так, пожалуй. Этот эксперимент выявил пару вещей, которые необходимо учитывать при проведении турнира. И сейчас я расскажу тебе о них, если эта информация вообще будет кому-то полезна. Итак, ты хочешь провести свой турнир. Самое важное в этом деле — это набрать людей. С одной стороны, чем больше, тем лучше. А с другой, чем больше людей, тем будет сложнее. О чем это я? Сейчас поясню. Суммарно участников у нас набралось 12 человек. Решено было поделить их на группы по 6. Там они каждый сыграют с каждым из своей группы, после чего 4 из каждой пройдут в плей-офф. Мне же не нужно рассказывать, как работает система с матчами на вылет, верно? Чтобы набралось ровное число, мне, к сожалению, пришлось катать самому тоже. Твой покорный слуга очень запотел и вышел на почетные 0,5. В принципе, я и не пытался выиграть, как минимум потому, что как-то неприкольно организовывать турнир и трайхардить на нем же, согласись? А еще у меня часто жестко пинговала игра, поэтому опасным противником меня вообще язык назвать не повернулся бы. Ну вообще тут X-скиллу-то вопросики частенько возникали. Чё-то я не понял, а куда ББ пропал? Ох ё. Да чё это такое-то? Почему он не прокает? Киберспортивный пинг не иначе. Блин, меня походу сейчас за одну камбу попустят, не? Понятненько. С фулл хп уехал. Хоть раз завези, а? Да пиздец. Ладненько, чуть-чуть поржали, теперь вернемся к сложностям с людьми. Организовывая турнир, тебе нужно молиться всем известным богам, от Зевса до Аквы, чтобы участники были ответственными. Вот честно, я заебался пинать людей, чтобы они сыграли за несколько дней все свои игры. Спойлер, таки сыграли не все. Как решать такую проблему? Да хуй его знает, никак. Надеяться на игроков и их пунктуальность, что ли. Да, конечно, можно поставить строгие рамки, карать всех техлузами, но тогда там вообще выходить из группы некому будет, алло. Короче говоря, это проблема организационная, а есть еще одна большая проблема – медийная. Дело в том, что я не могу показать тебе этот турнир. Вообще никак. Ни постримить его, ни снять и нарезать, да никак. Почему? А у нас нет никакой возможности понаблюдать за матчами со стороны. И, как по мне, это очень плохо. По сути, мы просто теряем на ровном месте довольно большой пласт игрового контента. Можно было бы стримить такие турниры или снимать ролики о них, но контент-мейкерам банально не из чего делать видеоряд, потому что, не обязывать же всех снимать свои игры, правильно? А по-другому никак. Я хочу выразить благодарность всем работягам, которые постарались и записали свои бои хоть как-то. Спасибо вам за участие и большой респект за съемку. Без вас я... не знаю, ящики, наверное, на фон положил бы. Правда, остается проблема разных разрешений у каждой мобилки, но этот трабл уже не игровой, а чисто ютуберский, поэтому его мы опустим, пожалуй. А как было бы легче придавать турниру зрелищности, банально имея возможность наблюдать за матчем и сохранять их повторы? Почему условные Clash of Clans и Royale имеют такую тему уже 100 тысяч миллионов лет, а у нас, как говорится... Бро, нет.
Ну не поверю я, что это какие-то суперсложные нанотехнологии или типа того. Да в принципе не надо нам даже наблюдателя. Были бы хоть сейвы демок, я бы потом сам все бои снял. Ну и прокомментил бы как-нибудь забавно. Мне кажется, на стримах в Дискорде людям было норм. Так вот, а что у нас в итоге? Зрелищности у Турика нет никакой. По сути, его и даже никто не видел. Ну, за исключением пары матчей, когда они стримились, но это происходило еще реже, чем кто-то снимал свои игры. А ничего другого у нас и нет, к сожалению. Я не иронично считаю, что одной возможностью сейвить демки Версуса разработчики сделали бы для игры в разы больше, чем все переделка ежедневок. Ну, в медийном плане, само собой. Сегодня в маршрутке один Матоев лет 4 спросил у зрителей: а если всем попросить разрабов, они бафнут Версус? Плакала половина СГ комьюнити. Разработчики, бафните Версус. На самом деле, идея с турнирами не такая уж и бредовая, просто режим стоит довести до ума. Но для этого надо немножечко расшевелить разрабов. Мне думается, в развитии турнирной составляющей игры они тоже были бы заинтересованы. Ведь у нас уже есть соревновательный режим в Версусе, который, кстати говоря, стоит немножечко починить. Ну камон, зачем нам приемы для бафов в режиме без бафов? Это как Мактос с сыром, но без сыра. А еще очков чуток побольше организовать бы, а то на просол сет собрать не выходит. Держу в курсе. Про пинг я, пожалуй, совсем промолчу. В общем, подытоживая все это дело, я считаю, что турнир вещь прикольная, но, к сожалению, плохо реализуемая в нашей игре. Мне хотелось бы обратиться с этой идеей к разработчикам на форуме, а заинтересованный зритель мог бы мне в этом помочь. Кто знает, вдруг, если мы с тобой попросим разрабов, то нам дадут возможность проводить интересные турики, а? Так вот, уважаемые создатели этой игрулечки, сделайте, пожалуйста, простым работягам возможность пересматривать свои и чужие записи версусов. А еще было бы очень здорово чуть-чуть допилить соревновательный версус, и все будет круто. Спасибо вам заранее.